Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителей моих каналов, канала Дзен, канала Рутюб, сообщества ВКонтакте, ну и тех, кто остался на YouTube и продолжает подписываться. Ну, да подписывались еще до 100 человек. 3400 с чем-то там сейчас человек. Ну, в целом, это, конечно, весело, что люди подписываются, но мне не нравится совершенно. Мне нравятся наши площадки, наши аналоги импортозамещенные, то есть тот же Дзен намного лучше, чем YouTube, как ни странно. Потому что на том же Дзене я могу легко выложить и статью, и анонс какой-то сделать, и фотографии разместить, и, соответственно, видео. Поэтому 90% информации ищите там. ВКонтакте тоже можно мне написать. Рутюб я, когда вспоминаю, туда тоже выкладываю. И там люди по чуть-чуть подписываются. А на YouTube, я думаю, скоро оставлю, наверное, только юбилеи, потому что вы все равно подписываетесь. Либо будут анонсы еще тех видео, которые выкладываются на Дзен, тех материалов, которые выкладываются на Дзен. Че я буду кормить каких-то там этих американцев? Они меня не кормят, и я их тем более не собираюсь. Так, ну это отступление. Юбилейное видео, ретро. Я думаю, те, кто зашли не случайно, интересуются именно ретро-темой, потому что другими снастями я ловить могу и умею, но каналов о ретро-рыбалке, ретро-фишинге именно, а не о коллекционировании старых снастей. Ретро-фишинг — это ловля старыми снастями сейчас, а не тогда. Таких каналов по пальцам можно перечесть, а может быть и один такой. По крайней мере, активно ловящий, а не просто показывающий: вот какую штуку я купил на Авито. Так вот, какую штуку я купил на Авито, но я ловить этим буду, как минимум одну из них. Поэтому, кого интересуют такие вот интересные катушки, одна из них окажется на моей странице в Авито. Вот у меня их там две. В сообществе ВКонтакте поищите, там в комментариях, если так выкладывалось тоже, как меня найти и купить что-нибудь интересное. Сегодня будем довольно интересные катушки, вот эти две, разглядывать. Самое забавное, что это катушки не на специализированном рыболовном предприятии каком-то выпущены, типа рыболов-спортсмен хотя бы, то есть это, я еще напомню, это советские катушки. Не рыболов-спортсмен, не охотник какой-нибудь, а завод, Вильнюсский завод топливной аппаратуры. Вот люди, занимающиеся топливной аппаратурой, заодно сделали рыболовом катушки. На мой взгляд, довольно интересные, потому что, да, это закрытая катушка, характерные особенности довольно стандартные, то есть есть колпак, который закрывает, да, ротор, есть большая клавиша, которую мы нажимаем перед забросом, соответственно, для заброса предназначена. И есть ручка, несмотря на это, катушка предназначена для ловли и правой, и левой рукой. Хотя физической возможности переустановить рукоятку с одной стороны на другую нет. Просто спиннинг переворачивается. Соответственно, вы делаете заброс с катушкой, развернутой сверху удилища, а дальше осуществляете подмотку в нужную вам сторону. Единственное, здесь есть такая пластина, которая часть фрикционного тормоза, она же отвечает за намотку в нужную сторону. Вот ее надо по инструкции перевернуть, иначе работать катушка не будет. Я пока поставил туда, куда оно должно быть, то есть левой рукой удилище держите, правой рукой рукоятку вращаете, соответственно, большинство безинерционных катушек закрытого типа и мультипликатор изначально сделаны под правую руку, а не наоборот. И они сделаны не для левшей, а для правшей. То есть проводка осуществлялась левой рукой, подмотка правой, заброс правый. Коробки вот такие компактные, цена катушка 8,5 рублей, довольно значительная сумма. Спиннинг Прогресс 001, когда я его покупал, когда-то стоил 11,50. То есть почти цена спиннинга. Год выпуска вот здесь должен быть на коробке, но он почему-то отсутствует. Зато он присутствует на внутренней части коробки, по крайней мере вот у этой. Апрель 91 года, Советский Союз дожил до 91 года.
И катушки эти, здесь тоже 90, тут сентябрь 2001, 91 года. Катушки эти, видимо, в России оказались, в смысле, в наших каких-то регионах оказались уже ближе к концу Советского Союза, потому что до этого было очень сильно развито зонирование. И оказывается, это даже не только к рыболовным товарам относится. То есть то, что выпускалось в регионе, в этом регионе и оставалось. То есть, соответственно, прибалтийские катушки должны были оставаться в прибалтийских регионах Советского Союза. И в другие места они попадали в качестве подарка, в качестве туристического какого-то сувенира. Когда люди ездили, например, на отдых или в командировку, могли себе такое купить, а в магазинах оно обычно присутствовало там, где выпускалось. То есть примерно в этих регионах. Катушки порадовали меня интересными и подробными инструкциями, как ни странно. Вообще называется она Нида, выпущена по техническому условию 1984 года, то есть примерно вот оттуда можно историю этих катушек отследить. И видите, выпускались они до 91-го, возможно, еще распродавались остатки. На Авито встречаются довольно часто, стоят недорого. И интересно именно тем, что у большинства закрытых катушек очень маленькое окно вот это. А здесь, видите, практически полузакрытого типа окно. Колпак, как у катушек полузакрытого типа. То есть почти весь размер передней стенки колпака это вот окно для выпуска лески, причем хорошо оформлено и заглажено. У большинства катушек, сделанных топорно, если не отследил АТК. АТК сначала могло замечательно работать, а потом уже плюнув, давало план и вал. На внутренней части колпака зачастую оставались незавальцованные края вот этого вот металлического кольца. Здесь все хорошо. Так, дальше. Логотип вот этого завода Вильнюсской топливной аппаратуры. Вот такая буква К почему-то. Хотя казалось бы, да? Так, дальше. Катушка спиннингово-безнерционная Нида. Очень редко, кстати, нормальные бывают инструкции, поэтому давайте посмотрим. Комикс тот еще. Катушка спиннингово-безинерционная предназначена для любительской спортивной ловли рыбы в пресных водоемах. Она имеет современную форму, простую и надежную конструкцию механизма, удобна в эксплуатации. Для ее разборки и сборки не требуется применение инструмента. В конструкцию могут быть внесены изменения, не влияющие на технические характеристики. Самое интересное, что леска, на которую рассчитана катушка до 0,3, то есть фактически это катушки ультралегкого класса от 0,15 до 0,3. И причем, если это заявлено как спиннинговая, 0,15 это была нормальная леска для зимней рыбалки. 0,2 в принципе уже это тонкая для спиннинга могла еще как-то рассматриваться. 0,3 ну потолще, соответственно. Конструкция выглядит следующим образом. Разбирать не хочу, потому что собирать потом. На самом деле все очень просто. Целиковый корпус, при снятии ручки и снятии вот этого всего набора шайб и проставок можно вынуть вообще все. Могу снять колпак легко показать. Тут все довольно стандартно. Вот этот ролик для захвата леской 1 и второе отверстие сделано для того, что если вдруг при долгой эксплуатации леска пропилит вот этот загнутый бортик, ну вряд ли она его пропилит, хотя я видел катушки, у которых пропилил не Нида, другие. Соответственно, вот этот механизм захвата лески переносится на другую сторону, а эта сторона зачищается, чтобы не цеплялась леска. При нажатии клавиши, соответственно, сдвигается вот эта вся конструкция вперед, манжета резиновая прижимает к внутренней части колпака леску, при отпускании, соответственно, происходит захлопывание, выскакивает вот этот штырек, леску подматывает. Но это все будет работать при натянутой леске. То есть, если леска не натянута, будет в хвосту мотать просто, и ничего не захватится. Интересно, у этой катушки сделана возможность, так, леску не зажевываем, сделана возможность остановки приманки в полете. То есть не поворотом ручки, а нажатием клавиши, что довольно нестандартно. Потому что у большинства
закрытых катушек только два положения клавиши, то есть, ну, нажато и не нажато. А здесь, получается, есть еще промежуточное, которое позволяет сымитировать тот самый, этот, я не знаю, там, притормаживание пальцем. То есть вы можете чуть-чуть сдвинуть, и леска затормозится, то есть у той же манжеты вы можете вот так вот регулировать. Одну сделали, а другую вот там во время полета. Механизм захлопнется только после поворота ручки, соответственно. То есть если леска натянута, все нормально подматывается. Фрикцион есть, но такой, зачаточного типа. Он сдавать леску будет, но не ждите тонкой настройки какой-то. Ну, при наличии лески там хотя бы 0,2 вряд ли сможете оторвать. Но если только тяжелую блесну, соответственно, будете забрасывать и рывком оборвете. Так. Заявлен вес 200 грамм, 200, чуть больше 200 грамм, 201, не больше 0,21 килограмм, то есть 210 грамм. Вместе с леской получается 201 грамм одна катушка, они могут чуть-чуть отличаться. 203 грамма, я не знаю, видно там? Чуть-чуть отличается. Так, дальше. Они выпускаются, одна бывает в черном виде, в черном полностью корпусе и сером и черном корпусе. Можете выбрать, какая вам больше нравится. Логотип тоже отличается немножко. Вот здесь чуть побольше, здесь чуть поменьше. В отверстии видна цена 8,5 рублей. В остальном там все детали взаимозаменяемые. Так, дальше читаем инструкцию. На первой странице уже прочитали. Вот все запчасти, действительно не нужны инструменты для разборки. Раз, два, остальное все вынимается руками. Все. То есть, я не знаю, скорее всего это скопировали, конечно, с какой-то западной катушки простенькой. Конструкция нетривиальная, очень простая, тем не менее вполне себе работоспособная. Вот видно на разрезе полностью, как выглядит катушка изнутри. Там всего две шестерни, ну как и у большинства, и стопор обратного хода. И он включен всегда. Так. Ну, с одной стороны удобно, и трещотки отдельной нет никакой. То есть вы просто, вот это просто механизм громыхает, причем звучат по-разному. Как ни странно. Хотя обе работают вполне себе адекватно. Так, ну, пластик разный звучит, да? Да вряд ли. На самом деле там внутри колпака леска мотается, она же еще и звенит. Вот каким способом можно перенастроить катушку на разные стороны, с левой и правой стороны. Вот такая вот зубчатая вот эта колесико и собачка, и вот такой вот диск, он часть фрикционного тормоза. Соответственно, в зависимости от того, как они располагаются, в разную сторону будет срабатывать стопор обратного хода, и в разную сторону будет работать фрикцион. Ну, либо вообще не будет работать, либо будет работать, соответственно, если вы сделали неправильно. Так, каким образом установить леску, подготовить катушку для намотки лески? Нарисована она, кстати, с установкой на удилище с седловидной рукояткой, которых практически не было в рыболовных магазинах. Мне известна одна модель всего советского спиннинга. Селигер, насколько я помню, так, или Удача. В наборе спиннингиста подарочным было Селигер и Удача, по-моему, удилище. А Селигер — это катушка тоже закрытая, напоминающая Абу. Так, преимущество седловидной рукоятки: ну, во-первых, одной рукой вы маневрируете всем механизмом, во-вторых, есть наличие курка, триггера, удобный для упора, но при его отсутствии можно спокойно ловить катушкой прямым удилищем. Единственное, что у такой катушки, видите, желательно иметь кольца увеличенного диаметра. То есть они, во-первых, не должны быть высоко расположены над удилищем, а во-вторых, диаметр все-таки должен быть побольше. То есть нечто среднее между кольцами для инерционной катушки или мультипликатора и кольцами для безинерционной катушки. Такие вот интересные спиннинги на самом деле были, и выпускались даже наборы колец для переоснащения удилищ, той же Прибалтики.
Так, УТК, дата выпуска, возможные неисправности. Так, не работает храповой механизм. Рукоятка 16 имеет возможность вращаться в обе стороны. Установить детали согласно рисунку 3.4. Соответственно, неправильно установлены стороны намотки. Леска наматывается не на шпулю, а на ось из-за неправильной намотки лески. Намотать леску на шпулю согласно рисунку 7А. Ну и так далее. Так, гарантийные талоны. Гарантия распространяется только на катушки с отметкой в гарантийном талоне, дата продажи, штамп магазина. 8 рублей 50 копеек. Артикул, причем литовский стоит, видите? Так, много гарантийных талонов. Так, коробки идентичные. Часть написана на литовском, часть на русском, соответственно. Это к вопросу о притесняли ли. Нет, не притесняли. Соответственно, и даже фильмы снимались на тех языках, которые были местным киностудиям удобны на Украине. На украинском, например, в Грузии на грузинском. Катушки, соответственно, видите, тоже выпускались на Украине. Свои копии западных катушек, в Литве свои копии западных катушек. Вместе с одной из катушек достались вот такие интересные креветки. Я думал, что это какая-то китайская фигня. Коробочка, причем это с надписью на латинице. Я думаю, о, интересно. Сначала думал, вот они, латвийские креветки знаменитые. Ну, я шучу, что про знаменитые. Оказалось, надпись это славянское лекарство какое-то. То есть это контейнер для таблеток. Но там лежат две креветки. Дальше я думал, что они китайские. А потом смотрю, снизу написано, вам видно не будет, цена 7 копеек. Цена 7 копеек. То есть получается, это вот такие для Балтийского моря, видимо, раз они покупались в Прибалтике, такие приманки выпускались. Довольно интересная нижняя часть изогнутая, выгнутая получается, ножки всякие сформированные и глаза есть, ну и хвост. И они такие как раз вот прозрачные, зеленоватого цвета. Очень интересно, потому что в них даже еще есть отверстие для крючка, обалдеть. Видно там, нет? Вот здесь вот проходит канал для установки крючка. Странно, а получается она... нет, не... Креветка задом наперед же бегает, по идее. Ну ладно, я думаю, рыбин не сильно, наверное, принципиально. Здесь тоже канал есть сформированный. Резина довольно жесткая. На мой взгляд, креветка, конечно, должна была бы прыгать наоборот. Так... Может, все-таки так и должна? А как она тогда? То есть, если у нас канал крючка получается вот такой изогнут в эту сторону, то есть вот здесь загиб крючка, то есть все правильно, получается он через голову и сюда. Так, ну да. Ну тогда они не задом бегают. Неправильные литовские креветки. Они не пятятся, они наступают. Но, тем не менее, все равно забавно. Вот такие джиговые приманки я никогда не видел вообще. Но их и не должно было видно быть мне, потому что здесь, соответственно, такого не продавались. Вот такой забавный сувенир. Одна из катушек будет выставлена в продажу, ну, дайте за 1500 рублей. Тем, кому она интересна, в сувенир 2 латвийские креветки, которых вы больше нигде не найдете. Готов поспорить. Потому что такие вещи на руках вряд ли у кого-то остались. Такие вот дела, такие вот катушки. Одной я буду ловить, пробовать. Поставлю я ее на спиннинг с прямой рукояткой. Спиннинг, правда, китайский, стеклопластиковый, монолитный, но очень лихо сделан, интересно. Вы его можете увидеть на канале, где я ловлю на блесные советского периода жуки, маленькие такие, микроблесные. И катушка там стояла на тот момент Орион, что там у нас, 102, наверное, да. Как раз вот на излете Советского Союза выпущена в пластиковом корпусе синим. Тоже забавная, интересная катушка, рабочая вполне. Вот одним запасной катушкой на тот комплект будет, скорее всего, вот такая. А может, еще один спиннинг куплю. Посмотрю, если они нормально работают. Мне в целом конструкция этих катушек нравится. Именно наличием вот такого большого окна. Посмотрим, насколько это удобно. Насколько она уступает или лучше, чем стандартные советские закрытые катушки, такие как КСБ-4, которые вроде бы и для спиннинга не сильно предназначены, оказалось вполне рабочими.
Так что зачастую слухи и первые впечатления несостоятельны. Главное проверять факты и реальным образом. Ловите красиво, подписывайтесь на российские каналы. На Дзене скоро, я думаю, не на Дзене скоро, на Ютубе скоро останется минимум всего. Поэтому я, пожалуй, дождусь 3500, и мне на Ютубе перестает быть интересной, потому что, ну, бессмысленная достаточно вещь. Ну, так просто, для массовости, может быть. В наших реалиях наши каналы это наиболее актуально. Все, всем пока.